Секретные технологии, которые способны изменить ход истории, всегда привлекали внимание исследователей и конспирологов. На протяжении веков существовали слухи и легенды о таинственных устройствах, которые могли бы манипулировать временем. Например, в начале 20 века возникли слухи о создании устройства, которое могло бы замедлить или ускорить течение времени. Эта информация исходила от ученых, разрабатывающих квантовую физику, и привлекала внимание военных и правительств, стремившихся использовать эту технологию в своих интересах. В середине 20 века в Соединенных Штатах Америки в рамках программы «Манхэттен» была проведена работа, которая не только привела к созданию атомной бомбы, но и затронула основы физики времени. Ученые, работающие над проектом, задали вопросы о возможности манипуляции временем и пространством. Они исследовали теории относительности Альберта Эйнштейна, которые открывали новые горизонты в понимании времени. Некоторые из этих экспериментов оставались засекреченными, и лишь спустя десятилетия информация о них стала доступна широкой публике. Среди прочих секретов стоит упомянуть проект «Филадельфия», который проводился в 1943 году. Этот эксперимент, в рамках которого пытались создать невидимость для кораблей, стал источником обсуждений о возможности временных перемещений. Люди, работавшие над проектом, утверждали, что некоторые участники испытаний пережили странные ощущения, будто они перемещались во времени. Эти слухи привлекли наблюдение со стороны правительственных структур и фундаменталистов, которые активно искали доказательства существования временных технологий. С начала 21 века появилось много мифов о так называемых временных капсулах, устройствах, которые предполагают хранение информации из будущего. В некоторых случаях эти технологии связывают с мистическими учениями и эзотерикой. Например, в 1986 году группа ученых объявила о разработке устройства, которое могло бы зафиксировать события, происходящие в будущем. Однако проект вскоре свернули, и его детали остались в тайне. Однако не только в Соединенных Штатах были попытки манипуляции временем. В Советском Союзе в середине 20 века также проводились исследования, которые были направлены на изучение временных потоков. Существовали слухи о том, что в закрытых лабораториях были разработаны устройства, которые могли бы позволить передавать информацию через временные промежутки. Некоторые исследователи утверждали, что получили результаты, которые позволяли им видеть события, произошедшие в прошлом. На протяжении всей истории человечества существовали свидетельства загадочных технологий, которые могли бы изменить наше представление о времени. Секретные документы, которые были рассекречены в недавнем прошлом, подтверждают, что многие правительства и организации занимались экспериментами в этой области. Одним из таких примеров является работа над проектом «Кристаллическая решетка», который был запущен в 90-х годах. Ученые пытались создать устройство, которое смогло бы взаимодействовать с временными полями, связывая их с квантовой механикой. Очевидно, что амбиции человечества по изменению времени и пространства не имеют границ. Каждое новое открытие становится доказательством того, что тайны времени могут быть более сложными, чем мы можем себе представить. И пока одни исследователи продолжают искать ответы, другие предсказывают, что тайные технологии, возможно, уже давно существуют среди нас, оставаясь в тени. Следующий шаг в этом увлекательном исследовании приведет нас к истокам самой идеи времени и технологии, которые, возможно, оказали влияние на наше представление о мире. Мы заглянем в историю, чтобы понять, как человеческие умы пытались разгадать загадку времени и создавать технологии, которые пытаются превзойти его. Идеи о времени и технологиях, позволяющих его контролировать, зарождались задолго до появления современных экспериментов. В древности философы и ученые стремились понять, что такое время и как оно функционирует. К примеру, в Древней Греции философы, такие как Платон и Аристотель, пытались объяснить природу времени, связывая его с движением небесных тел и изменениями в природе. Эти размышления стали основой для многих будущих концепций, и их влияние ощущалось на протяжении веков. С течением времени идеи о времени эволюционировали. В средние века ученые начали разрабатывать более точные астрономические модели, пытаясь установить связь между временем и движением планет. Эти исследования привели к созданию первых механических часов, которые стали символом стремления человечества к контролю над временем. Появление часов позволило людям более точно измерять время и организовывать свою жизнь. Однако эта технологическая эволюция лишь открыла новые горизонты для дальнейших исследований. В эпоху Возрождения внимание к времени стало не только научным, но и философским вопросом. Ученые, такие как Галилео Галилей и Исаак Ньютон, начали рассматривать время как абсолютную величину, не зависящую от наблюдателя. Эти идеи легли в основу классической механики и открыли двери для более глубокого понимания временных процессов. С Ньютоном началась новая эра в физике, где время стало одним из ключевых параметров. Однако настоящий прорыв произошел с развитием теории относительности Альберта Эйнштейна в начале 20 века. Эйнштейн предложил революционную идею о том, что время и пространство неразрывно связаны, образуя четырехмерное пространство-время. Это открытие изменило представление о времени как о простой линейной величине.
Теперь время стало относительным, и его можно было воспринимать по-разному в зависимости от скорости движения объекта. Эта концепция стала основой для многих дальнейших исследований и экспериментов. С начала 20 века ученые начали думать о том, как манипулировать временем. В первые годы после Второй мировой войны, когда физика стала важнейшим инструментом в руках правительств, появились слухи о возможностях создания технологий, способных изменять временные потоки. Ученые, работавшие над ядерной физикой и квантовой механикой, искали способы контроля над временем. Эта работа привела к созданию нескольких проектов, некоторые из которых остались в тени. Примером такого проекта является работа, проведенная в рамках проекта «Манхэттен». Хотя основным направлением было создание атомной бомбы, ученые также исследовали возможности манипуляции временем. В результате ряда экспериментов возникли идеи о том, что с помощью определенных технологий можно было бы изменять течение времени. Эти идеи вызвали огромный интерес у правительств, стремившихся использовать любые преимущества в холодной войне. Работы над временем не ограничивались только Соединенными Штатами. В Советском Союзе также проводились исследования в этой области. Сообщения о тайных экспериментах в закрытых лабораториях вызывали бурные споры. Ученые утверждали, что им удалось создать технологии, способные передавать информацию через временные промежутки. Эти исследования оставались в тени, но слухи о них продолжали ходить среди исследователей и конспирологов. Интерес к идеям о времени заметно возрос в последние десятилетия. После окончания Холодной войны стало все более очевидным, что многие из этих исследований остались нерассмотренными. Общество начало активнее интересоваться тем, что скрывается за завесой секретности. Появилось множество книг, фильмов и статей, посвященных временным технологиям. Это вызвало новую волну исследований. При этом современные технологии, такие как квантовые компьютеры и искусственный интеллект, открывают новые горизонты в понимании времени. Исследователи продолжают искать способы манипуляции с временными потоками, используя достижения науки и техники. Новые открытия в области физики и информации позволяют предположить, что технологии, о которых мечтали ученые прошлого, могут стать реальностью. Таким образом, история идей о времени и технологиях, которые его изучают, простирается на протяжении многих веков. Эта эволюция мышления привела не только к научным открытиям, но и к созданию технологий, которые могли бы изменить представление человечества о времени. И хотя многое еще остается загадкой, стремление разгадать тайны времени продолжается. Мы только начинаем осознавать, как много еще предстоит узнать, и какие неожиданные открытия ждут впереди. В следующей части мы рассмотрим неожиданные эксперименты и исследования, которые затрагивают саму суть временных перемещений и их влияние на наше понимание истории. Тайна временных перемещений привлекала внимание не только ученых, но и исследователей, военных и даже обычных людей на протяжении многих веков. Эксперименты в этой области порой казались безумными, но именно они могут содержать ключ к разгадке сложных вопросов о времени. Одним из самых ярких примеров является загадочный проект «Филадельфия». В 1943 году ВМС Соединенных Штатов провели эксперимент, целью которого было создание невидимости для боевых кораблей. Однако результаты этого проекта изначально превзошли все ожидания. Свидетели утверждали, что во время испытаний некоторые члены экипажа испытали странные ощущения, словно они временно перемещались в другое время. Слухи о временных перемещениях быстро распространились, и многие стали говорить о том, что эксперимент «Филадельфия» стал причиной не только исчезновения, но и возвращения людей из другого времени. Некоторые из них говорили о том, что они видели события, происходящие в будущем. Эти истории стали основой множества теорий и спекуляций о том, какая именно технология могла бы стоять за такими явлениями. Не менее загадочным стал эксперимент, проведенный в рамках так называемого проекта «Синяя книга». В начале 60-х годов группа ученых проводила исследования, связанные с возможностью использования электромагнитных полей для воздействия на временные потоки. Эти эксперименты привели к созданию устройства, которое могло бы временно перемещать материю. Хотя официальные результаты так и не были обнародованы, слухи о том, что некоторые образцы успели переместиться в другое время, вызвали еще больше вопросов и недоумений. В то же время в Советском Союзе проводились свои эксперименты, некоторые из которых стали известны только спустя десятилетия. В начале 70-х годов было несколько зафиксированных случаев, когда исследователи пытались создать устройство для передачи информации через временные промежутки. Эти работы были строго засекречены, однако в научных кругах ходили слухи о том, что им удалось получить визуальные данные, относящиеся к историческим событиям. Ученые утверждали, что с помощью особых методик они могли засекать моменты из прошлого. Эти эксперименты вдохновляли многих, но, как в случае с другими проектами, их результаты не были опубликованы. В конце 80-х годов интерес к временным технологиям вновь возрос с появлением нового поколения ученых. В рамках одной из лабораторий в России были проведены исследования, связанные с так называемыми временными капсулами. Эти устройства предполагали возможность сохранения информации о будущих событиях.
Группа ученых утверждала, что им удалось создать устройство, которое фиксировало бы данные о возможных сценариях будущего. Однако, как и многие другие проекты, этот оказался под завесой секретности и вскоре был свернут, оставив множество вопросов без ответов. Параллельно с этими событиями в Соединенных Штатах возникали новые идеи о том, как использовать квантовую физику для временных манипуляций. В 90-х годах несколько исследовательских групп начали работать над проектом «Кристаллическая решетка». Этот проект стремился создать устройство, способное взаимодействовать с временными полями, и ученые начали получать результаты, которые шокировали многих. Эксперименты подтвердили, что некоторые объекты могут вести себя иначе в условиях измененного временного потока. С точки зрения временных перемещений, наиболее известным экспериментом является временная машина, идея которой возникла как часть теоретических исследований в начале 90-х годов. Исходя из теории Эйнштейна, ученые пытались создать прототип устройства, которое могло бы не только перемещать материю, но и отправлять информацию в прошлое. Однако, несмотря на многообещающие исследования, проект так и не был завершен, оставив множество вопросов о его реальности. Итак, эксперименты с временными перемещениями продолжают оставаться загадкой, углубляя интригу и интерес к этой теме. Тайные исследования, проводившиеся как в Соединенных Штатах, так и в Советском Союзе, создают впечатление о том, что возможности манипуляции временем могли бы существовать, но в силу различных обстоятельств оставались скрытыми. Каждое новое открытие в области физики и технологий придает уверенности в том, что мы находимся на пороге разгадки, которая бы пролила свет на эти загадочные эксперименты. И хотя многие из этих проектов никогда не увидели свет в официальных отчетах, их влияние ощущается и сегодня. Исследования в области временных технологий продолжают углубляться, и с каждым новым шагом человечество приближается к пониманию того, как можно манипулировать временем, открывая новые горизонты для будущего. В следующей части нашего расследования мы обратим внимание на свидетельства из прошлого, которые могут рассказать о влиянии этих загадочных технологий на наше настоящее. Среди множества мифов и легенд о временных технологиях существует ряд загадочных свидетельств, которые могут указывать на реальность этих заявлений. Одним из таких примеров является таинственная история забытого города в Перу, о которой стало известно благодаря местным жителям, утверждавшим, что в определенные моменты времени их предки могли видеть людей и события из будущего. Это место стало объектом интереса для археологов и исследователей, которые пытались разгадать его тайны. Легенды утверждают, что через специальные проходы, расположенные в этом городе, можно было перемещаться во времени, и местные жители, по слухам, использовали эти технологии для общения с духами предков. Не менее интригующим являются случаи временных искажений, зафиксированных в различных странах. Например, в Японии в 1990 году группа туристов, посетившая древний храм, рассказала о том, что во время посещения они заметили, как некоторые предметы и даже люди вокруг них стали вести себя странно, словно замедлялись или двигались быстрее, чем обычно. Свидетели описывали ощущения, похожие на путешествия во времени, и некоторые даже утверждали, что видели образы из прошлого, например, самураев и других исторических личностей. В то же время в Европе возникли слухи о загадочных временных порталах. В Швейцарии в 1981 году несколько жителей деревни сообщили о том, что начали видеть как бы открытые двери в другое время. Эти места, по их словам, были насыщены необычной энергией, и люди, находившиеся рядом, ощущали странное притяжение. Некоторым из них удалось сделать фотографии, на которых были запечатлены туманные фигуры, которые, по утверждениям очевидцев, выглядели как жители прошлых эпох. Другим ярким примером служит случай, произошедший в Соединенных Штатах в 1967 году. Во время проведения работ по раскопкам в одном из старинных городов Аризоны археологи наткнулись на древние артефакты, которые, по предположениям, могли быть связаны с технологиями временных перемещений. Открыв уникальный артефакт, ученые заметили, что у него были особые надписи и символы, которые до сих пор не удалось расшифровать. Некоторые исследователи утверждали, что это устройство могло бы быть частью системы, позволяющей перемещать в пространстве и времени. Не обошлось и без упоминания о блуждающих светящихся шарах. В начале 2001 годов ряд свидетелей в разных странах, включая Россию и Канаду, сообщали о наблюдениях загадочных светящихся объектов, которые, по их словам, могли бы быть связаны с временными перемещениями. Эти шары якобы появлялись в условиях сильного напряжения, и люди, видевшие их, уверяли, что они ощущали странные изменения в восприятии времени. Кроме того, существуют зафиксированные случаи временных сбоев в различных уголках мира. В 1990 году в одном из университетов Великобритании группа студентов проводила эксперимент, связанный с влиянием электрических полей на восприятие времени. Результаты исследования оказались шокирующими. Некоторые участники заявили, что во время эксперимента они пережили ощущение временного разрыва, когда окружающий мир будто бы замедлялся, а их сознание продолжало функционировать в привычном ритме. Множество других свидетельств, связанных с временными явлениями, продолжает появляться до сих пор, и каждый из них добавляет новые штрихи в картину.
К примеру, в 1987 году в Австралии были зафиксированы случаи, когда люди, оказавшиеся в определенных местах, сообщали о том, что видели параллельные миры. Эти истории стали основой для многочисленных исследований, и многие ученые начали рассматривать возможность существования временных слоев, которые могли бы взаимодействовать друг с другом. Все эти загадочные свидетельства и случаи формируют обширный массив данных, на основе которого исследователи продолжают искать ответы на вопросы о том, что на самом деле представляет собой время и какие технологии могут позволить нам с ним взаимодействовать. Несмотря на то, что многие из этих событий остаются неразгаданными, они вдохновляют новое поколение ученых и искателей приключений на поиски разгадок, скрывающихся в тенях истории. Эти разрозненные фрагменты, как части мозаики, могут однажды сложиться в целостное изображение, которое откроет перед нами новые горизонты понимания времени, его природы и возможностей манипуляции с ним. В следующей части нашего исследования мы обратим внимание на влияние скрытых технологий на наше настоящее, чтобы понять, как они могут изменить наше восприятие мира. Скрытые технологии, способные манипулировать временем, могут оказаться более влиятельными, чем мы можем себе представить. Начиная с середины 20 века, когда начались активные исследования в этой области, многие открытия оставались вне поля зрения общественности, а их влияние продолжает ощущаться в разных аспектах нашей жизни. Например, первые эксперименты с временными технологиями в Советском Союзе и Соединенных Штатах Америки, которые проводились под завесой секретности, начали формировать новые подходы к пониманию времени и его природы. В конце 80-х годов один из известных экспериментов ТАНО в России касался изучения квантовых взаимодействий и их влияния на временные потоки. Ученые из закрытых лабораторий работали над созданием устройства, которое могло бы фиксировать временные сигналы. В результате их работы появилась информация о возможности передачи данных через временные промежутки. Эти исследования оставили много вопросов и предположений, которые до сих пор вызывают интерес у исследователей. С другой стороны, в Соединенных Штатах в 90-х годах несколько исследовательских групп начали изучать влияние электромагнитных полей на пространство-время. Эти эксперименты привели к созданию концепции так называемой голографической модели Вселенной, которая предполагает, что информация о трехмерном пространстве может быть проецирована из двухмерной поверхности. Это открытие не только изменило представление о физике, но и дало новые идеи для будущих технологий. Не менее значительными стали разработки в области квантовой информатики. Исследователи начали изучать возможность создания квантовых компьютеров, которые, по их мнению, могли бы выполнять вычисления с невероятной скоростью, используя принципы суперпозиции и запутанности. Эти технологии уже начали оказывать влияние на такие области, как криптография и обработка данных, открывая двери к новым методам сохранения и передачи информации, что может включать временные аспекты. Также стоит упомянуть, что некоторые исследования в области нейробиологии начали трактовать восприятие времени с позиции работы мозга. Ученые установили, что различные состояния сознания могут изменять наше восприятие времени. Например, в состоянии медитации или в состоянии глубокого сна время воспринимается иначе. Это открытие стало основой для разработки технологий, которые могут улучшить наше восприятие временных потоков, что в свою очередь может повлиять на психологическое состояние и общее благополучие. Влияние скрытых технологий на наше настоящее также видно в области искусственного интеллекта. Современные алгоритмы начинают использовать информацию о временных паттернах для предсказания будущих событий. Эти технологии могут применять исторические данные, чтобы анализировать тренды и разрабатывать модели, позволяющие предсказывать экономические или социальные изменения. Сложные алгоритмы уже внедряются в различные сферы жизни, от медицины до финансов, и их влияние растет с каждым днем. Важной частью этой картины является социокультурный аспект. Мифы и легенды о временных перемещениях продолжают вдохновлять художников, писателей и кинематографистов, создавая новые образы и концепции. Эти произведения искусства порой могут отражать реальные научные достижения и делать их доступными широкой аудитории, способствуя интересу к науке и технологиям. Тем самым, такие культурные явления формируют общественное мнение о времени и возможностях его манипуляции, влияя на восприятие технологий. Помимо этого, активное распространение информации о временных технологиях, включая книги, статьи и документальные фильмы, создает среду, где исследования в этой области могут развиваться быстрее. Люди становятся более заинтересованными в вопросах времени и его природе, что побуждает ученых продолжать исследования. Общественный интерес к этой теме, в свою очередь, может подвигнуть финансирование новых проектов и исследований, что способно привести к прорывным открытиям. Таким образом, влияние скрытых технологий на наше настоящее является многогранным и комплексным. От научных открытий до культурных изменений каждая из этих сфер переплетается, создавая уникальные возможности для человечества. Хотя многие из этих технологий остаются пока недоступными для широкой аудитории, исследования продолжаются, и, вероятно, в будущем мы увидим их реализацию в нашем повседневном жизни.
Вслед за этим следует заглянуть в самую суть временных технологий и выяснить, какие тайны они скрывают, а также как они могут радикально изменить наше восприятие времени и пространства, открывая новые горизонты для будущих поколений.